Всем привет, с вами команда Fire Beavers, я Урейн, Свят, и сегодня у нас будет тир-лист персонажей под какой сезон? Под 16 сезон. В основном для ранкеда разберем вообще, какие персонажи имба и какие персонажи подходят под какую карту в ранкеде. Давайте пробежим сначала просто по тир-листу, какие персонажи имба, какие персонажи не имба. И начнем с первой категории, это S. Самые сильные персонажи. Будет открывать этот лист персонаж Бангалор. С обновлением классов Бангалор стала ассалтом, то есть она открывает дополнительные ящики, достает оттуда атачменты для своих пушек. В основном это смарт лут, то есть те атачменты, которые вам нужны, они вам выпадут. И такое часто происходит, что выпадает диджитал. Нахождение диджиталов упростилось, и вам стало проще играть. Почему именно S-тир? Потому что, во-первых, класс Assault легко достать диджиталы. Во-вторых, это кушка для перемещения, для атаки и для защиты. И в-третьих, достаточно сильная ульта. Второй персонаж в нашей мете — это Каталист. Почему Каталист? Почему такой персонаж вдруг резко заиграл? Все потому, что Каталист добавили в скан контроллеров, то есть она сканирует зоны. И помимо этого, сейчас очень сильным выглядит то, что она может блокировать двери своей пассивной способностью, своими кушками. Кушки научились использовать как под защиту, так и под нападение. К примеру, у вас противник стоит на двери, представим, что вот эта дверь, и вы пушите его. Что вы делаете перед тем, как подойти к двери? Кидаете кушку под дверь, она начинает наносить ему урон через стену, через дверь, и заставляет его отойти от этой двери. Также пофиксили Каталист такую штучку, что теперь вражеский скан через ее стену не проходит. К примеру, ваш союзник может просканировать через эту стену и увидеть, где враги. Но если враг кинет свою ульту у Сира, пассивку, кушку или скан Бладхаунда, скан не будет по вам проходить. Начали пикать Каталист в огромных количествах. Она играется сейчас хорошо. Баги пофикшены более-менее. Выглядит очень сильно в связке со сканерами. Третий персонаж в этом тире — это Рейфа. Почему Рейфа? Класс у нее отстойный, но 150 метров ТП — это очень сильно. Плюс, если вы нажимаете ТП с какой-либо вершины, хайграунда, горы, еще что-то, и прыгаете вниз, ваши проценты теряются слишком медленно, но при этом вы набираете скорость, как будто у вас сейчас там 60 или 30%. Вы побежите, то есть быстрее. Вот мы видим, я уже на 70% ускорялся. Перемещения с Рейфой очень стали сильными на 150 метров. Для ранкеда так точно вас спасет. Четвертый персонаж в этом тире — это Сир. Я считаю, что Сир до сих пор имба. Тем людям, которые играли на нем до этого и научились на нем играть, могут точно так же комфортно на нем играть, просто немножко подучиться к таймингам. Хорошо играет с Каталистой сейчас, через стену дается ульта, скан и прочее. Рекомендую Сира к вашей игре ранкедовой и вообще, в принципе, к игре. Он все такой же имба, не бойтесь, пробуйте, тестируйте его, я думаю, у вас все получится. И последний персонаж в этом тире — Валькирия. Валькирию никак не изменили. Такой же хороший персонаж, для ранкеда вообще отлично, для быстрых, для перемещений, для пушев, для какой-то активности в файте, занятия нестандартных позиций. Валькирия — хороший выбор. И давайте так, это не последний персонаж, я еще одного добавлю, я что-то тупанул. И вот теперь точно последний персонаж в S-тире — это Pathfinder. Почему Pathfinder? Потому что Pathfinder для ранкеда очень хорош. Вы просто смотрите на дроп, который летит. У вас откатывается моментально ульта. Вы ставите свой зиплайн. И сканите еще раз, еще один дроп, это, к примеру, на первом кольце. Сканите еще один дроп, опять ульта заряжается, еще минус 10 секунд к вашей зипке. То есть получается, у вас за первый ринг будет минус 20 секунд к зиплайну и 3 зиплайна, потому что на сужении первого кольца у вас и так зиплайн откатывается, и вы его поставите, и просканите еще 2 дропа. Дальше переходим к А-тиру. Первый персонаж в Б-тире — это Bloodhound. Почему он именно в Б-тире? Из-за понерфенной ульты. Все-таки, когда вы нажимаете ульту сейчас, вы не можете спамить кушкой, как было до этого. Вы можете отдать скан, подождать 20 секунд, отдать еще один скан, но это не так эффективно. Для соло игры это эффективно, для командной не очень. Сир все-таки будет посильнее, поэтому Bloodhound — это Б-тир. Следующий персонаж в этом тире — это Фьюз. Есть Каталист.
которая застраивает свои двери. Фьюз очень хорошо ее контрит. Также он ломает спайки каталист, это кушки. К примеру, вот тут вам дали стеночку вот так вот поперек. И вас сейчас будут пушить. Что вы делаете? Вы откидываете в один радиус, примерно где есть враги, свою ульту. Заставляете их отодвинуться или стоять в ульте. Можете проспамить сюда кушкой в ульту. Если их там нету, к примеру, вы считаете, поспамить в другой конец. Поэтому для меня Фьюз это Б-тир. Классный персонаж, играйте. Следующий персонаж в Б-тире это Каустик. Ну, во-первых, он сканит зону. Он контроллер. Во-вторых, бочки хорошо работают, эффективны. Если у вас забрала дверь каталист, вы кидаете бочку на эту дверь. Если вам взрывает дверь фьюз, взрывает вашу бочку, вы опять бочку кидаете. Вас пушат, вы кидаете бочку. Вы пушите, вы кидаете бочку. У вас есть ульта. По вам проходит меньше урона. Поэтому я считаю, что Каустик Б-тир хорошо контрит других персонажей, хорошо работает в команде. Следующий персонаж в этом листе, в этом тире, это Лоба. Почему именно Лоба? В игре добавили класс Support. Support. Englishman. Это 1+. Также Лоба мобильный персонаж. Кушка ее перемещения для убегания, для нападания, для догоняния, для догонялок. Очень хорошо работает. Следующий тир... Ой, я говорил, все это в Б-тир. Это все был А-тир, ребята. Все был А-тир. Просто все был А-тир. Теперь у нас Б-тир. Первый персонаж в Б-тире это Ватсон. По сравнению с другими персонажами в мете, очень плохие защитные способности. Легко пушится каталистом Каустиком, и в принципе не так трудно пушиться. Но что-то из этого можно придумать, но персонаж ситуативный, не считаю его каким-то мега ОПшным, особенно для ранкеда. Следующий персонаж это Аша. У Аши хорошая способность класса, то что вы опять же бины открываете с атачментами, набираете больше патронов. К примеру, вы не хотите брать ни одного персонажа из Рекона. Вы берете Ашу, видите, где люди умирают, бежите туда, убиваете, сканите боксы. Хороший персонаж для ранкеда. По сравнению с другими, которые были выше, не такой уж и сильный. Следующий персонаж Крипта. Хороший персонаж для пассива. Для нападения нужно на нем подучиться немного поиграть. Хороший командный персонаж. Для соло игры не рекомендовал бы я вам его, особенно для ранкеда. Персонаж играбельный, но не такой классный, по моему мнению. Следующий персонаж это Lifeline. Lifeline также суппорт, может крафтить баннеры. Почему она тогда не выше тиром с Лобой? Все потому, что мобильность у нее меньше. Даже несмотря с такими бафами, я считаю, что для ранкеда есть более лучшие персонажи. Но если вы хотите играть на Lifeline, играйте, персонаж все-таки играбельный и достаточно много фана и поинтов на нем можно получить. Следующий персонаж это Мэд Мэгги в этом тире. Мэд Мэгги сильная против каталиста, но персонаж сильный, также класс Assault. Самый сильный класс это Assault. Играбельный, также можно пофаниться. Хороший персонаж, берите, играйте, если хотите. И последний персонаж в тире Б, это... Где же это чудо? Вот он, Ньюкасл. Ньюкаслу ничего не поменяли, все так же кушки, все так же ульта. Почему Кастл не Гиво? Потому что Мэгги не может сломать стену, Мэгги не может сломать ульту. На Касле можно резать в передвижении. Кастл будет по имбове и хороший персонаж тоже. Ребята, берите для ранкеда, играйте, если хотите. Тир С. Первым персонажем в этом тире будет Вантажка. Я считаю, что Вантажка не так сильна в командной игре. Для какого-то супер фана, супер трикшотов, какого-то неристового веселья, хохотушек, вы можете его взять поиграть. Ну, я бы не рекомендовал брать Вантаж, потому что не самый полезный командный персонаж. Следующий персонаж это Рампарт. Персонажу тоже ничего не изменяли, все такое же, ставятся стеночки. Персонаж прикольный, забавный, но не для, считаю, не для игры в ранкеде, не для пуша каких-то рангов, поинтов и прочего. Для фана, да. Следующий персонаж Октейн. Почему Октейн так низко? На самом деле Октейн хорошо работает для командной игры, передвижения. Ну, главный минус Октейна, он скирмишер. Пассивка ему ничего не дает. Та же самая рейфа Валькирия Патфайндеров в скирмишерах намного полезнее.
Поэтому советую вам брать других персонажей, но если хотите пофаниться, если вам нравится Octane, конечно, берите его, играйте. Следующий персонаж это Horizon. Horizon понерфили лифт. Теперь про Horizon никто не берет, потому что аккураси на лифте стала намного ниже. Нужно привыкнуть к лифту. Не думаю, что вам это понравится, поэтому она стоит так низко. Следующий персонажик это у нас Мираж. Персонаж фановый очень достаточно. Можно даже для командной игры допускать такой вариант, что там ульта-рез, прочие какие-то фишки мутить. Персонаж фановый, берите, но по сравнению с другими, я думаю, он немножечко посасывает. Так, между нами, он немножечко все-таки посасывает. Последний персонаж в этом изумительном тире это Гибралтар. Он крафтит баннеры, но до крафта баннера вы, скорее всего, не дойдете, потому что вы здоровый пельмень. В ваш купол залетят миллион тир-кушек. Мэгги вам сломает шар, Фьюз вам кинет на купол ульту, куда-нибудь за купол, чтобы вы не ушли. Короче, вас отымеют как только захотят. Если вам нравится Гибралтар, играйте. Я считаю, что есть много полезнее персонажей, чем Гибралтар. И закрывает наш вообще тир-лист. Это D-тир, самый последний тир. Ревенант. Пушка хорошая, но говно. Комбинить с чем-то Ревенанта достаточно сложно. Ульта Ревенанта легко распознается, легко ломается. Неэффективный персонаж на данный момент. Возможно, когда-нибудь его бафнут. Возможно, и нет. Поэтому D-тир. На этом тир-лист закончился. И давайте я вам расскажу 3 пика под 3 карты в ранкеде. Это World's Age, Stormpoint и Broken Moon, которые являются наиболее эффективными. По моему мнению, самый эффективный пик на World's Age на данный момент именно для ранкеда Бангалор, Сир и где она? И Каталист. Вы пушите, вы защищаетесь, вы убегаете, вы догоняете, под все подходит. Под Stormpoint я бы рекомендовал Бангалор, Сир, Pathfinder. На Stormpoint есть хайграунды, лоуграунды намного более сильные, чем на Broken Moon, и намного больше гейткипов, так что я считаю, что Pathfinder в данном пике будет являться ключевой ролью для пуша, для быстрого перемещения. И для Broken Moon самым сильным пиком будет это Бангалор, Сир и Pathfinder. На этом все. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Понятно объяснил. Комментируйте, говорите, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите увидеть в дальнейшем, какие-то гайды, ролики про что-то. Пользуйтесь этим сервисом, играйте. Всем удачи, всем пока.